Нам уже почти 4 десятилетия из года в год повторяют одну и ту же историю, что Чернобыль был трагической случайностью, что произошла цепочка ошибок, что инженеры не справились с управлением и допустили нарушение инструкций, а система в целом оставалась надежной и контролируемой. Нам показывали хронику, архивные кадры, фотографии, парады ликвидаторов, рассказывали о героизме и самоотверженности, и со временем эта версия стала восприниматься как окончательная истина. Мы привыкли верить, что правда давно установлена и пересмотру не подлежит, но за всем этим всегда скрывалась другая реальность. За каждым официальным отчетом, за каждым интервью, за каждой фразой «обстановка под контролем» стояла ложь, которая была не случайной, а системной. Показатели занижались сознательно, документы прятались под грифами секретности, неудобные выводы исчезали из отчетов, а свидетелей происходящего заставляли молчать, потому что Чернобыль был не просто аварией на атомной станции. Это было место, где вместе с реактором взорвалась сама система управления и ее главный миф — миф о непогрешимости власти и безошибочности советской модели. То, что случилось в ночь на 26 апреля 1986 года, не было неожиданным сбоем. Реактор РБМК был потенциально опасен с самого момента своего появления. В официальной хронике катастрофы все выглядело предельно просто и логично. Персонал нарушил регламент, провел эксперимент с отключенными системами защиты, потерял контроль над реактором и произошел взрыв. Эту версию повторяли газеты, телевидение, учебники и официальные выступления. Она была удобной, потому что перекладывала ответственность на конкретных людей и снимала ее с самой системы. Однако реальность была иной. Катастрофа не стала результатом одной ошибки или одного неверного решения. Она была заложена в саму конструкцию реактора, и об этом знали задолго до Чернобыля. РБМК-1000 создавался не как исключительно мирный источник энергии. Он появился как продукт системы, в которой гражданская энергетика была тесно связана с военными задачами. Такой реактор позволял не только вырабатывать электричество, но и контролировать ядерное топливо, а при необходимости извлекать плутоний для оборонных программ. В подобных проектах вопросы безопасности неизбежно отходили на второй план. Еще в 70-е годы специалисты прямо указывали на ключевую проблему РБМК — положительный паровой коэффициент реактивности. Это означало, что при снижении количества воды в активной зоне реакция не замедляется, как должно быть в безопасной системе, а, наоборот, ускоряется. Чем хуже становится ситуация, тем быстрее процесс выходит из-под контроля. Это была система, в которой ошибка не останавливала реактор, а усиливала разрушение. Подобное поведение реактора уже проявлялось задолго до 1986 года. В 1975 году на Ленинградской АЭС произошел опасный скачок мощности, сопровождавшийся резким перегревом и выбросом пара. При попытке аварийной остановки реактор повел себя аномально, увеличивая мощность вместо ее снижения. Инженер Александр Кубеев направил подробный отчет в Москву, где прямо указывал, что система аварийной защиты способна привести к разрушению активной зоны и требует срочной модернизации. Ответа не последовало. Документ был засекречен, а выводы проигнорированы. Работы продолжились, словно ничего не произошло. В 1983 году похожий инцидент случился на Игналинской станции. Сценарий повторился почти полностью. Те же аномалии, тот же тип реактора, те же тревожные выводы специалистов. Инженеры снова писали письма в профильные ведомства, снова требовали пересмотра конструкции и изменений в системе защиты.
В ответ им сообщили, что реактор безопасен, а выводы не соответствуют линии партии. Признание проблемы означало бы признание фундаментальной ошибки всей атомной программы, и система к этому была не готова. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года персонал Чернобыльской станции готовился к испытанию, которое должно было подтвердить, что в случае потери внешнего электроснабжения реактор можно безопасно заглушить. Это испытание считалось формальностью и не воспринималось как нечто опасное. Никто из находившихся в ту ночь в машинном зале не знал, что сама система безопасности содержит смертельный дефект. Когда была нажата кнопка аварийного станова, реактор должен был остановиться. Вместо этого мощность начала стремительно расти. Вода мгновенно закипела, давление вышло за допустимые пределы и последовал взрыв, разрушивший активную зону реактора. Уже через несколько часов в Москву ушли первые доклады, и в них практически сразу появилась формулировка о вине персонала. Эта версия возникла еще до того, как были получены реальные данные о радиационной обстановке. Она была быстрой, удобной и безопасной для власти. Инженеры, пережившие ту ночь, понимали, что произошло на самом деле. Они видели, как система аварийной защиты стала непосредственной причиной катастрофы. Но когда на станцию прибыла правительственная комиссия, вопрос о конструктивных дефектах реактора даже не ставился. Нужен был простой и понятный ответ, который можно было показать по телевизору и зафиксировать в отчетах. Все, что не вписывалось в эту версию, исчезло в закрытых документах. Единственным человеком, кто пытался говорить правду, был академик Валерий Легосов. Он одним из первых прибыл на станцию, изучил документы, расчеты и схемы и понял, что взрыв не был случайностью. В своих личных записях он позже напишет, что реактор не имел права существовать, но об этом заставляли молчать, потому что признание означало бы крах всей идеологии советского атома. На международной конференции ему запретили говорить о конструктивных дефектах РБМК, часть его выступления была вырезана, а часть искажена переводом. Он вернулся домой молчаливым и подавленным. Через 2 года, в годовщину катастрофы, он покончил с собой. На стене его кабинета осталась фраза о том, что в этой стране ложь встроена в саму конструкцию. После взрыва ложь не исчезла, а стала еще масштабнее. Реальный размер катастрофы скрывали сознательно. Утром 26 апреля над разрушенным реактором стоял столб огня. Вокруг лежали графитовые блоки, а люди продолжали работать без защитных костюмов и дозиметров, потому что им говорили, что радиационный фон в норме. Приборы действительно показывали допустимые значения, но лишь потому, что не могли измерять больше. Они застывали на максимуме, в то время как реальный уровень излучения достигал десятков тысяч рентген в час. Население Припяти еще почти сутки жило обычной жизнью, гуляло по улицам, дети играли на площадках, работали магазины и рынки. Эвакуацию начали только через 36 часов, назвав ее временной мерой. Людям сказали взять документы и продукты на несколько дней, не объяснив, что они покидают свои дома навсегда. Даже после эвакуации в официальных документах продолжали писать о легком облучении, в то время как больницы Киева и Москвы были переполнены людьми с симптомами острой лучевой болезни. Мир узнал о катастрофе не от СССР, а от зарубежных станций контроля радиации. Лишь после этого появилось короткое официальное сообщение о несчастном случае и контролируемой ситуации. Параллельно трагедию начали превращать в героическую легенду. Газеты заговорили о подвиге и мужестве, телевидение показывало улыбки, марши и награждения, но не разрушенный реактор и не больных людей. Фотографии уничтожались, пленки сжигались, научные отчеты засекречивались. Из катастрофы сделали миф,
потому что система не могла позволить себе признать собственную вину. Во время эвакуации тысячи людей исчезли из статистики. Целые деревни пропали с карты отчетов. Людей вывозили без списков, без медицинского учета, без документов. Самоселы, вернувшиеся в зону, официально не существовали. Дети получали огромные дозы радиации, но в медицинских картах им ставили обычные диагнозы. Солдаты возвращались больными, но им говорили, что приказов не было. Официальная цифра погибших оставалась минимальной, а все остальное списывалось на естественные причины. Со временем стало ясно, что цена этого молчания оказалась политической. Чернобыль стал трещиной, по которой начал расходиться Советский Союз. Когда правда начала выходить наружу, люди увидели, что власть может не только ошибаться, но и системно лгать. Это разрушило доверие, на котором держалась вся идеология. В конце 80-х начали публиковать ранее засекреченные данные, карты загрязнения и признания ученых, но было уже слишком поздно. Чернобыль стал символом конца эпохи и доказательством того, что ложь разрушает быстрее радиации. Сегодня это не просто руины реактора. Это памятник системе, которая предпочла сохранить миф вместо того, чтобы спасти людей. Эта история не только о прошлом. Она о том, как легко поверить в удобную ложь и как высока цена такого доверия. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.